Доброго времени суток. Вчера на молодежном первенстве мира в Рапид вот случился такой шедевр, и играли две наших минских девочки, это Эля Кахно и Анастасия Осмоловская. Напоминаю, бразильская версия. Почему я называю постоянно не чемпионат мира, вот как пишется среди молодежи, а первенство мира? Ну, потому что я закончил физкультурный вуз. Я неоднократно это объяснял, потому что нас учили, если играют молодежь, юноши играют, то это первенство мира. А вот если взрослые, то это чемпионаты мира. Поэтому, чтобы никто не обижался. И перед этим я вот расскажу интересную историю. Здесь бразильская версия. Вот наши девочки создали такой шедевр. Супер шедевр, я считаю. Очень красивая позиция. У нас в Дзюшое была девочка. Папа приехал по бизнесу. И вот у них фамилия была одного из регионов бывшего Советского Союза, но жили они в совершенно другом регионе, совершенно другой стране. Интересно достаточно вот разговор, диалект у мамы был тогда, всегда интересно было послушать. Но вот самое интересное, что эта девочка занимала всегда первые места, то есть какое-то время, на Олимпиаде по русскому языку. Вот у нас, по-моему, на Минской точно. А вот на республиканской я не знаю, участвовал или нет, но идея такая была. А вот наши девочки бразильскую версию сейчас создали. Ну, кому-то интересен рассказ, кому-то нет. Бразильскую версию создали вот этот шедевр. И давайте посмотрим. Ну вот. Видите? Супер позиция. Ну, молодцы девочки. Эля Кахно играла с Анастасией Осмоловской. Ну, вот такой вот мини-шедевр. И давайте мы сейчас посмотрим с русских шашек пару позиций. Так, а вот как переключиться на русские шашки. Шашки 64. Русская версия. Лидера все игрались, интересная позиция. И вот я вспомнил, что это с определенного дебюта позиция. Все-таки с определенного дебюта позиция. И вот здесь очень интересное решение за белых. Нападать, как вы понимаете, нельзя. Из-за вот этих вот идей. То есть, если меняться дальше, то будет оппозиция. Вот такая вот позиция. И что делать в этой ситуации белым? Вот находится достаточно интересное решение. Ходить на G3 надо. На G3 надо, потому что вот если... Так, опять я перескочил тут. Если куда-нибудь на C5, то я уже нападу здесь, естественно. И ничего не будет в этой позиции. На G3 надо, FE. Никаких ударов нет, уже аж. И вот нападение. ED4. Ну, то есть давайте посмотрим здесь несколько вариантов. Если EF6, то вот это вот ничейная позиция. Допустим, можно походить так. И вот... Если, кстати, момент такой достаточно интересный здесь. FG7 вроде бы нельзя, но вот если CB4, именно надо идти на этот вариант, то CB. То есть ставить нельзя. Основная вот эта вот идея, ставить нельзя. Давайте вернем. Вот здесь вот как раз ход DE3. Поставили, и когда ставят, то опять EF4 и вот это вот ничья. То есть, не знаю, как тут можно выждать, но вот эти вот позиции частично оказываются где-то ничейные, где-то даже выиграны. Бывает у белых, если лишняя шашка. Давайте вот этот ход посмотрим. PA3, я уже здесь
При случае хочу как-то разменяться, но покуда разменов нету, потому что постановка. Опять на этот ход, опять вот эта стандартная идея. То есть вот так вот. Далее. Так, давайте я тут все уже запутался чуть-чуть. Ну, давайте на h6 пойдем. На h6 вот опять bc5. То есть нельзя постоянно вот этого хода делать. Получается вот эта вот идея. То есть на этот ход опять bc5. Сюда. И здесь уже можно, наверное, даже и ед4. Ничейная позиция будет. Ну да, уже надо ед4, потому что аб4 нету темпа. То есть ед. Ну, опять сюда. Сюда. То есть должна быть ничья. Если у кого-то тут какие-то другие мысли, конечно. Ой, нет, сюда не надо ставить, конечно. Может, давайте сюда. Ну, вот такая вот позиция. Покуда не поставишь эту шашку, надо что-то хитрить. Наверное, я даже неправильно поставил. Ну, если у кого-то есть вот мысли по поводу этого эндшпиля, вроде бы вот таким образом все заканчивается. Чуть проанализировал. Но, в принципе, вроде бы ничья тут. Конечно, выжидать. Дальше я не буду анализировать. Но я вам хочу почему дальше я буду не анализировать. Чуть хочу другие еще моменты показать. Думаю, не стоит затягивать видео на этом эндшпиле. Ну, на этот ход, естественно, d5. Тут вариантов нету. bc. И вот здесь вот непонятно, что делать. Так, ef. Единственное, что вот я еще хочу один момент. Ну, понятно, что аб4 здесь. аб4 без вариантов. Сюда меняемся и ef. Ну, вот здесь вот не видно. Ничего не видно. Тут просто вот на этот ход, естественно, я отдал. Вот это ничейная позиция, естественно. Опять вот, естественно, паразит, можно сказать. И я вам хотел тут один момент показать с комбинацией. Да, вот здесь вот. Если не аб4 ходить, если вот этот вот ход, то, естественно, комбинация. Ну, тоже аб6 ничья. Так, и далее. Так, это чуть не та позиция. И вот еще позицию хотел показать вам. Интересно достаточно. Известная позиция. Давайте поверну доску. За черных. Как бы вы пошли. Ну, многие, наверное, эту позицию знают. Потому что вот эти две позиции с одного и того же дебюта. Я говорю, что сегодня смотрел там лидера все кое-что. И вот возникла позиция предыдущая. И я вспомнил, что вот это тоже позиция где-то из этого дебюта. Давайте посмотрим. H5, вот видите, и этот ход выигрывает. То есть я грожу на эти ходы вот этой идеей простенькой. Так, назад давайте вернем. Надо, понятно, закрывать дырку cd2. И здесь такая шедевральная жертва. cb4. Но здесь еще не все закончилось. Видите? Плохо, все плохо. Все очень плохо. Есть какие-то, конечно, вот эти варианты. Но основная идея, давайте основную мысль. Вот такая вот основная мысль. И именно ход, супер ход. Я делаю паузу. cb6. cb6. И вот здесь выиграно как раз. Тут cb6. И, как вы можете убедиться, выиграно. А вот если ход cd6. Опять я делаю паузу, и он не выигрывает. Потому что тактика. Везде надо во всех позициях смотреть тактику практически. Ну, за исключением. Вот это вот ничья.
Ну, я думаю, вам позиции понравились, особенно первые, которые играли бразильскую версию нашей девочки вот на проходящем первенстве мира. И до новых встреч!